Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чуть-чуть. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Ты знала, кстати, что туркам вот так лучше не показывать? Чё? Ну, попробуй, узнаешь. Да? Мерхаба! Это Орел и Решка земляне, и мы прилетели к туркам в Стамбул. Да. А я прилетела к красавчикам из турецких сериалов. Ну да, они ж вот прям так по улицам и ходят, да? Нет, они будут сидеть в ресторанах, там, где и я буду кушать. Дорогая моя, ты будешь Да. сидеть на остановке с шаурмой и ждать автобус. Орел! Решка! А ну-ка, Давай. пахнет богатством? Моим богатством. Моим. Ну я что говорил? Ну чем только что пахло? Я же говорю, пахнет богатством моим. Ты жульничаешь! Это неправда. Там все было честно. Нет! Давай. Я не хочу его носить, мне плечо уже Который болит. раз? Тут уже... Да ладно тебе, давай, Тут давай. уже мозоль есть. Ты много чего найдешь интересного, с местными пообщаешься, ну, а я пойду. Ла-ла-ла. Опять! Я не хочу быть бедной! Нет! Турки – наши соседи по морю. С этими землянами мы живем бок о бок сотни лет. Чего между нами только не было. Сначала турки устраивали набеги на наши земли, потом посадили на свой трон нашу Роксолану, позже мы покупали у них кожаные куртки, а еще позже турки открыли нам All Inclusive и стали для многих первыми иностранцами, которых мы увидели в жизни. Сегодня мы будем знакомиться с ними поближе, в самом большом городе Турции – Стамбуле. Знакомьтесь, это мой турецкий конь. И зовут его Анадол. Да, выглядит он так, будто я собрался с дедом на дачу ехать, но не думайте. Это пионер турецкого автопрома. Анадол – настоящий народный автомобиль. Он для турок, как для нас, старая «Жигули» копейка. Страшно неудобный, некрасивый, но до боли родной.
В 60-х, 70-х на таких тачках гоняли простые турки. А сейчас это машина из частной коллекции, которую может себе позволить только очень состоятельный человек. Да, только красота покоцанная. Немножко. Здравствуйте. А скажите, нельзя, может, как-то бы там косметический ремонт сделать какой-то? Этой машине уже 45 лет. Я специально не красил ее. Оставил все потертости как есть, чтобы вы могли кататься на оригинале этой модели. Машину нужно было сделать максимально доступной, чтобы ее мог купить каждый турок. Поэтому ее кузов из стеклопластика. Зато никогда не заржавеет. И на звук, как современная ванна. Короче, тачка просто вечная. Уф. В этой тачке раритетно все. Абсолютно. Салон, вид ее, даже запах здесь какой-то раритетный такой. Самое молодое, что здесь есть, это я, по-моему. Каждый, кто бывал на турецком базаре, знает, что с турками можно и нужно торговаться. Но не поверите, с этими землянами можно торговаться даже в официальном обменнике в аэропорту. Здравствуйте. Здравствуйте. О, на русском? Да, я О, вам говорю. супер. Я хочу разменять $100. За $100 вы получаете 7-10 курс и ваш Ага. 715 турецких. Это мало. В городе я знаю, что там хороший курс. А мне просто 100 лиров, это очень важно. 8,3. 8,3. Сейчас посмотрим. Мне нравится, это как ставки. Вот, Да. 8,3. Хорошо. Да, мне получилось торговаться. Я поменяла за очень хороший курс, такой же практически, как в городе. Мне нравится эта страна, и я готова к путешествию. Не завидуйте. Поменяв деньги, за $3,5 я купила билет на автобус «Хаваист». Good, thank you. За час он домчит меня до центра Стамбула. В гости к туркам приехали не только орел и решка. К ним постоянно наведываются миллионы наших сограждан. Так что встретить русскоговорящих в Турции – милое дело. Да и многие турки уже знают русский. В автобусе я встретила Юлю из Казахстана и турка, который выучил русский. Извините, имя я забыла спросить. Как ты? Сам турок. Хочу сказать, что мы гостеприимные. Да, Это да. Да, любим чай, да, И турецкий кофе. турецкий кофе, да. русских. Всех любим. Девушек любят тут? Да. Да? Особенно русскоговорящих. О, а почему? Потому что, знаете, как с ними хорошо. Да. Ага. Да. А если рядом проедет такая машина, и тут же рядом пройдет славянская женщина, на что в первую очередь посмотрит турок? Религиозный турок должен смотреть только на машину. Но если он немного отошел от религии, он, конечно, посмотрит на женщину. Если вы спросите меня, то я посмотрю на обоих. Глаза-то два? Вот так, да, будете смотреть? Да, один глаз туда, один туда. Почему для знакомства с землянами мы выбрали именно Стамбул? Да потому что здесь живут аж 15 миллионов человек. Турки, приехавшие из разных уголков страны. Так что очень удобно. Можно познакомиться со всеми традициями местных, не выезжая из одного города. Туристу со $100, чтобы получше узнать турок, лучше всего просто ходить по улицам. Или позаглядывать на рынки.
Там характер местных раскрывается лучше всего. İki kelime otur, tenden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdam var. Unutma her erkeğin. İlk aşkı sende tattım, gönlümü aldın, ateşe attın. Sana ben nasıl... А кто-то говорил, что я не встречу красавчиков из турецких сериалов. Они и тут неплохо, хочу вам сказать. Турки очень шумные и общительные. Thank you. Заманили меня сюда. Спасибо большое. Турки очень суеверны. Здесь повсюду видны их обереги. Назар Бонджу. Синие глаза от сглаза. Посмотри, один полностью циклоп. Синие глаза здесь смотрят с входных дверей, со стен домов и даже подглядывают с тротуара. Сами себе синие глаза турки никогда не покупают. Говорят, так они не имеют силы. Здесь считается, что Назар Бонджу обязательно нужно подарить. Только тогда этот амулет будет оберегать своего хозяина. О, да, конечно, конечно. И, наверное, главное качество турок, им очень важно, что скажут люди. Поэтому они из кожи вон лезут, чтоб не приведи Аллах, не опозориться. На улице никогда не встретишь пьяного турка. Турок никогда не будет ходить грязным или неопрятным. А еще он никогда не будет попрошайничать. Он лучше устроится на самую непрестижную работу, чем протянет руку. На рынке можно встретить турка, который будет собирать пластик или макулатуру. Или турка, который будет ходить по улицам и точить ножи. Ну или чистильщика обуви, который готов весь день полировать чужие туфли. А еще здесь можно встретить грузчика, который за $10 в день будет таскать на своей спине огромнейшие грузы. Носильщики, или как их тут называют, хамалы, эта профессия настолько уважают тур, что даже поставили памятник. Как приятно! Уличная еда есть везде, но турки любят продавать ее по-особенному. Они такие шоу устраивают для того, чтобы привлечь к себе больше клиентов. Спасибо, Саня. Смотрите, что это за мясная бомба! Наверное, главный талант турок – делать из приготовления еды шоу. Посудите сами, кто самый эпатажный повар в мире? Турок Нусрет Гёкче. Тот самый, который посолил мясо с локтя и получил за вот это движение 35 миллионов подписчиков в Инстаграме и состояние в $40 миллионов. А кто самый улыбчивый повар в мире? Правильно, турок Бурак Оздемир. Он прославился на весь мир своими абсурдно гигантскими блюдами. Но на улицах турецких городов есть свои звезды. Сдаю явки и пароли. Вау! Класс! Я впервые такое вижу! Гуляя по кварталу Сиркеджи, вы точно не пропустите Сакадава Бюлента Аби. Всего за $1 он нальет вам апельсиновый сок с салютом. Я? Подержать? Ой, не, мне страшно. Ну, давайте.
Как будто я нахожусь на каком-то празднике. Thank you so much. Очень сладкий. Sweet. Thank you. Ух ты. Me? Ой. Сок как сок. Но сам праздник, который мне устроили тут. О! Вот этого стоило всего. Гуляя рядом с главпочтампом, вы точно услышите шефа Али. Все, я понял. Все, хорошо. Хорошо, извини. Он заставил меня прийти в очередь. Я вообще тут не хочу стоять. Али продает лучший в городе чикёфте. Лаваш, в который заворачивают пасту из булгура и томатов. У Али фирменный стиль. Он орет на всех, кто приближается к его киоску и кидает еду, как собакам. Но людям это нравится. К Али все время выстраивается очередь из мазохистов. Hello. Picante, no picante? Picante. Острый. Один, два, три. Один. Один, я. Я. Один, два. Граната, лимоната, салата. Лимоната, салата, все вместе. Граната, овощи, ага. Потата, ага. Я. Бай-бай, бай-бай. Спасибо большое. Спасибо, хорошо. Как гостеприимно. А, я понял. Вот для чего эти кульки. Боже, как грубо только что было. И еще выглядит как-то, как я не понимаю, как вот, когда я гуляю со своей собачкой. Сейчас попробуем. Ну, как-то специфически. Это томатная паста с какими-то семечками и то, какое-то непонятно. И очень остро. Можно я не буду так кушать, Саш? Мерхаба! Ну, конечно же. Как же без дондурмиста? Человек, который издевается над тобой перед тем, как получить рожок. Алло! Тут нет ничего. Я хочу мороженое. Дондурмист – человек, который продает турецкое мороженое. Они – главные уличные шоумены. Да, побольше. Вот так. Да, побольше. Саня, это нам. Опа, merhaba, Шакира. Да, точно? Да ладно! Вау, смотрите, какое красиво! Наконец-то! Ну, спасибо большое! How much long time you do this? 10 years? 20 years. Нет, только не... Ладно. Oh my God. Ай, как приятно. Who show you to do this show? Baba söyle. Baba. Это передается через поколение? 5. Вау! И вам нравится радовать людей? Yes. Yes? Вау! От этого мороженое еще вкуснее, потому что ты так хочешь его получить, когда ты получаешь, наслаждаешься. Класс, здорово, до свидания! Goodbye! Богатые турки предпочитают обедать у каких-нибудь именитых поваров. Я нашел себе настоящего гуру турецкой кухни. Это Юнус Эмре Шеф. Типа как турецкий Джейми Оливер. Здравствуйте. Hello. Nice to meet you. I'm very pleased to meet you. Юнус – необычный повар. Он готовит блюда, которые подавали при дворе османских султанов по рецептам 500-летней давности. Yılmaz Bey. Расскажите, пожалуйста, что такое османская кухня?
Это самая полезная кухня в мире. Все рецепты были написаны докторами. Это было сделано для того, чтобы султан прожил как можно дольше? Да, чтобы он был сильнее и лучше воевал. Во времена султаната кухня была прямо-таки стратегическим объектом. Вспомните сериал «Великолепный век». При кухне обязательно были люди, пробовавшие все блюда перед тем, как их отведывал султан, чтобы его не отравили. Пускай несут султану. Здесь все чисто. Кухня при дворце занимала площадь 5500 квадратных метров. Почему такая большая? Да потому что только халву готовило 1370 человек. Это целая деревня умещалась на одной кухне. Зачем? Почему так много людей? Раньше блюда готовились и для султана, и для свиты, и для обычного народа. 2 раза в день, чтобы задобрить людей, им выносили бесплатную еду из дворца. Точно такую же, как ел султан. Сегодня и ты сможешь попробовать блюда, которые ели султаны в 15 веке. Если бы я был султаном, с чего бы я начал свою трапезу? Султан бы точно начал с медового щербета. Это мед. Это как будто водичка, разведенная с большим количеством меда. В турецкой кухне это абсолютно нормально. Есть сладкое в начале. У нас детям говорят, не ешь сладкое до обеда. Наоборот, со сладкого начинать полезнее. Так ты регулируешь уровень сахара в организме. Дальше султан бы съел немного вишнели сарма. А что это? Рис в виноградных листьях с вишнями. О! Вишня дает о себе знать, она кислая. Вегетарианский голубец действительно с вишневым соком, который сверху налили сюда. Очень странно, у них начинается трапеза. Сначала сладкая, потом кислая. Это для того, чтобы раскрыть вкусовые рецепторы. Теперь можем перейти к главному блюду. Главным на столе султана было вот это блюдо. Рис с 20 зубчиками чеснока и томленная в тандыре ягнятина. Мясо прям... Видно, что оно 6 часов готовилось. Она очень мягкая. Она прям под ложкой разламывается, когда он набирает. Оно такое прям мягкое, нежное и без вот какого-то привкуса или аромата баранины. Привкуса чеснока нет вообще. Просто вкусно, максимально правильный приготовленный рис. Наверное, я бы такой в ресторане не заказывал, но ради того, чтобы прикоснуться к истории, это интересно попробовать. Thank you. Всего 2 дня с премиальной картой MasterCard, а впечатлений на всю жизнь хватит. Хорошо, что могу себе это позволить. С MasterCard ты всегда получаешь больше. Мишель. Смотрите. Вот такой уличный развод. Я знаю, что за ней денежку будут просить. Еще и спросили, какое мое имя. Мишель. Извините, пацаны, я бедный турист в этот раз. Денежек у меня мало. Извините. Удачи. Но тут, видите... Сейчас я расскажу о тех турках, за которых самим туркам, наверное, было бы стыдно. Туристу нужно очень быть внимательными с таксистами, потому что они любят обманывать, да. Иногда могут давать фальшивые деньги. О стамбульских мошенниках ходят легенды. Сейчас проверим, правда или миф. Но для начала я колечки спрячу. Да. Thank you. Give me money, you are very hungry. But I don't tell you about this. Thank you. 2 years old, you musical. I love you offside. You very hungry. Тогда это твоя розочка, я не просила тебя. Вот и первый типаж турецких разводил. Красивые обольстители. Они встречают тебя на улице и начинают кружить, дарят цветы,
играют на скрипке, а потом требуют за это деньги. Спасибо большое. Money. Thank you, guys. Goodbye. Have a good day. Хорошо. Идем дальше. Следите за этим чистильщиком обуви. Видите, он уронил щетку. Вежливые прохожие ее подбирают и возвращают. За такое доброе дело благодарный хозяин щетки предлагает туристам начистить их обувь до блеска. Ну а дальше не надо уметь читать по губам, чтобы понять, что разводила требует. И требует. И требует денежки за то, что почистил обувь. Запомните этот типаж разводил. Коварный чистильщик обуви. Excuse me. This is everybody testing perfume. Ага. Just look. Это все duty free? Yes, also duty free. Excuse me. I'll give you, Chanel. Ага. I'll give Смотри. you Coco Chanel, Mademoiselle. Коко Шанель, мадемуазель. Just look, excuse me, 65 euros. 75 евро. А это самый опасный тип мошенника – липовый парфюмер. Он ловит тебя на улице и предлагает французские духи с хорошей скидкой. Мошенник уверяет, что парфюм оригинальный, а хорошая цена из-за того, что это конфискат. Но те, кто повелся на скидку, пишут о том, что вместо парфюма в бутылочках просто пахнущая водичка. 50 euros. Да. No, I don't have. I did for you. 20 евро, окей. 20 евро? 20 евро. No. Извините, можно вам просто не надо. Держи. Не надо, извините. Я уже начинаю бояться, ребят. 20 евро, 2. Спасибо большое. Все, удачи. Когда кидала понимает, что рыба вот-вот сорвется с крючка, он сбрасывает цену до минимума. 3. 20 евро. 20 евро. Есть. А я же тебе сказала, у меня только 30 лир. Смотри, от того, что ты мне говоришь 30 евро, у меня не появится 30 евро. Лира. Какой это duty free? В общем, единственный способ спастись от турецких разводил – бежать. Чувак, у меня нет денег. Удачи. Пока. У-ху! Фух. Чтобы посмотреть, где и как живут богатые турки, я приехал в элитный район Кузгунчук. И чтобы побольше узнать об элитной недвижимости в Турции, я нанял личного риэлтора. Hello, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, давайте сейчас с вами смоделируем ситуацию, чтобы вы понимали. Я богатый турок, который приехал к вам, и вот хочу посмотреть на виллу, выбрать какую-то виллу себе. Конечно, можем пройтись, посмотреть и по районам можем посмотреть. Замечательно. Это один из элитных районов, один из исторических районов, где можно увидеть очень много исторических зданий, которые восстановлены, отреставрированы. И вот эта вот выставка, это джумба так называемая. Это свойственный такая, да, деталь историческим домам. Любят там поставить маленький столик и пить турецкое кофе. В районе Кузгунчук все дома можно условно поделить на дорогие и баснословно дорогие. Дорогие – это исторические виллы на Стамбульских холмах «Кьёшк». Стоят такие в среднем $1 миллион за особняк. А баснословно дорогие вот – ялы. Виллы с собственными причалами, которые стоят прямо на берегу Босфора. Их стоимость может достигать десятков миллионов долларов. Для богатых турков очень часто важен престиж и важна демография района, то чтобы этот район был благополучным. Турки очень часто спрашивают, а где ты родился, а чем ты занимаешься, а где ты живешь. Район сам за себя уже демонстрирует человек. Есть ли какой-то дом, который сейчас выставлен на продажу, который я могу посмотреть? Конечно, есть. Да? Можем организовать? Супер, если это интересно. было бы замечательно. Хорошо. Интересно посмотреть на это все изнутри. Gözlerime baktın, gönlümü çaldın sensiz.
Ночевать буду сегодня среди таких же исследователей турецкой души, как и я. Так что иду искать хостел. Попробуй заселиться в самом первом хостеле Стамбула. Говорят, лицензию мы дали в 99-м году. Это ого-го, как давно. Hello. Hello. Вау. Ребят, это точно хостел? Даже самое дешевое жилье у турок будет аккуратное, ухоженное и чистое. Все, чтобы гость написал хороший отзыв в интернете. I want a room. How much is? €7 per night per person is including breakfast. Including breakfast? Including Wow, breakfast. 7 евро, including breakfast. Is anybody in the room? No? Two people is from your room. One of them from Canada. Кто-то уже в комнате живет. Hello. Nice to meet you. I'm Michelle. I'm Sylvie. Sylvie. Nice to meet you. You? My name is Mohammed. Туристы гостеприимством турок часто пользуются и живут здесь месяцами. Here's your bed. Yes. Which whatever you want. I want this. Okay. Or Here's this. your bed. Hello. 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 Саня, посмотри на этот вид. Я вижу все. Старый город, крыши. Я вижу, как люди отдыхают. И тут так атмосферно. Еще у меня пролив перед глазами. Обалдеть. Представляешь, за такие деньги, за вот такую приятную сумму у меня есть все. Вот это я счастливый человек. А вот и наш дом, который мы будем смотреть. Ё-моё, вот это хата, да? Исторический дом, ему 150 лет. 150 лет? 150 лет. Дом этот нынешние владельцы купили 60 лет назад и отреставрировали ровно 3 года назад тютелька в тютельку, как оригинал, вплоть до витражей. То есть он так и выглядел 150 лет назад? Он выглядел именно так, да. И раньше этот дом принадлежал армянским ювелирам, то есть очень богатым людям. Фух, ну что, пойдем смотреть 4-этажные хоромы? Пойдемте. Удивительно, как много обустройства дома может рассказать о турках. Часто в богатых турецких домах 2 гостиные. Одна для себя, маленькая и скромная, с простой мебелью. А вторая для гостей. Почувствуйте разницу. Вот вам парадно-выходная Вот это гостиная. класс! Вот С это антикварной супер прям! мебелью, с антикварным ковром. Как мы уже говорили, для турок страшно важно, что о них скажут другие. И особенно гости. Так что для гостей тут хранят все самое лучшее. Во многих домах даже принято закрывать вторую гостиную на ключ, чтобы свои не совались. Ой, сидится прям как на антикварном диване. Класс. Турки настолько хотят угодить гостям, что обязательно делают для них по несколько гостевых комнат. У каждой комнаты есть своя ванная. Да, Практически на каждом этаже. да, да. Вот это одна из них. Спальня хозяев обычно находится на последнем этаже. В этом особняке к ней ведет персональный лифт. Это уже самый верхний, правильно? Я Да. понимаю. Здесь вот у нас такой есть маленький балкончик. О, вот это кайф, да? Традиционный стамбульский вид. И сколько стоит такая вилла? Такой дом стоит 1 630 000 $. Вы знаете, когда покупают машину, обычно делают тест-драйв сначала. Вот я бы хотел устроить тест-драйв по этому дому, прежде чем его покупать. Ну, мне нужно подумать, разобраться в том, подходит ли, не подходит, все по фэншую, не по фэншую. Ну, Кирилл, вы знаете, вы меня удивили, конечно. У нас такого не принято. Тест-драйв домов, хорошая идея, но для меня это новость. Может быть, мы сделаем для вас исключение? Знаете, друзья, дворец по-турецки будет сарай. Так вот, сегодня я буду ночевать в самом шикарном сарае, который я когда-либо видел. Беру.
Thank you. Hoş geldin, buyurun. Merhabalar. Ну что, начнем тест-драйв? Что-то не так, да? Другое дело. Ой, хорошо. Ой. Не как дома. Теперь как дома. Никого тут нет. Все, я пошла быстро помыться. А тебе, Саша, желаю спокойной ночи. Пока никого нет, хочу быстро все сделать. Все, пока. Спокойной ночи. Ребята, я знаю, как ели султаны, развлекались султаны, спали султаны. А теперь я знаю, как просыпались султаны. Вот так. Доброе утро. Доброе утро. Боже, какая ты красота. Если в кармане есть безлимитная карта, нужно узнавать, как развлекаются богатые земляне. Состоятельные турки выбирают не теннис и не гольф. У них есть своя забава. Джирит. Горячие турецкие мужчины на лошадях с палками в руках. Но я же более нежный, я не такой человек. Я же не турок горячий, я просто Кирилл. Но продюсеры заставили приехать на мастер-класс по джириту. Значит, будем делать. Это Танер Хаджа, тренер по джириту. Что такое джирит и откуда эта игра вообще пошла? Джирит – это древняя военная игра. Раньше наши предки бросали друг в друга настоящими копьями. Погибнуть во время джирита считалось почетным, как умереть на войне. Сейчас джирит стал нашим национальным видом спорта. Копье заменили на деревянную палку и установили правила игры. По правилам, игрок одной команды должен бросить копье в кого-то из команды соперников. Это означает вызов. Вызванный игрок должен догнать соперника и попасть в него копьем в ответ. Тогда команда получит балл. За попадание в лошадь очки снимаются. Итак, 2 тайма по 40 минут. Вот если вся жизнь — это джирит, я в ней человек, который ходит и собирает палки по всему полю. А сколько стоит содержать одну лошадь? Это лошадь породы арабский скакун. В месяц уход за такой лошадью обходится в $1200. Плюс сама лошадь стоит $7000. Дороговатое хобби получается. Но это стоит своих денег. Сейчас попробуешь и узнаешь. Защиту хоть на меня и надели, но безопаснее от этого я себя чувствовать не стал. My friend, добрый день. Для начала тебе нужно научиться ездить верхом. Так, левой ногой сюда, а потом туда. Я понял. Ой, давай пробовать, друг. Ой-ой-ой, меня возит живое существо. Ага. Тянешь поводья на себя, тормоз. Ага. Тянешь вправо-влево, повороты. Так, есть. Ха-ха! Машину водить не умею, а лошадь умею. Ты уверен? Ты уверен, что ты хочешь это сделать? Ой. Смешно вам, пацаны, да?
как неудобно. Отбивать все. И при этом все еще с палкой в руке в кого-то бросать. Спасибо! Эй-эй-эй! Ой, чувствую, детей у меня не будет в этой жизни уже. Стой, подруга, сейчас про копье скажу. Хорошо? Кивает. Так оно ж не такое и легкое на самом деле. Это резиночка, это вообще не резиночка, она вообще не мягкая. Джерик, я готов. Стой, пожалуйста, не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, пацан. Да ну, камон! Да, понятно, вот так вот тебе. И теперь до свидания, до свидания, до свидания, ребята. Оу! Оу! Хорошо, что я в шлеме был. Фу. Ну, пацан, это я так не оставлю просто. Камон, дорогая, давай. Ой, простите, до свидания. Поворачиваем. И за мной уже едет пацанюра. Только не сильно, только, пожалуйста. Ой. Ну, понятно, что я с безлимитной карточкой, что я не умею ездить, что пацаны мне поддаются и так далее. Но ощущения реально кайфовые. Вот если бы разгоняться на полной скорости и бросать палками реально со всей силы, это очень азартная игра. Тебе хочется вернуть эту палку обратно туда, откуда она прилетела. Let's go. Что я сейчас и сделаю. Can I have a bill, please? Thank you. Знаете, какое самое любимое занятие турков? Пить чай. Для них это как ритуал. Любые беседы, деловые встречи не проходят без чая. Не будет чай, не будет разговора. Чай like Viagra. Give too much energy, believe me. Турки никогда не прекращают пить чай. Не удивлюсь, если у них по венам вместо крови тоже течет горячий чай. Чтобы поток вливаемого чая в горло турок не прекращался никогда, местные придумали специальную схему его доставки. Прямо на рабочее место. По всему рынку бегают вот такие чайщики – чайджи, которые доставят вам чашечку горяченького, даже если вы работаете на 5-м этаже без лифта. Куда я попала, я не знаю, я просто иду. Они все куда-то этот чай несут и пустым. Hello. Hi. Вау, что это за местечко маленькое, как маленькая каморочка, где, по сути, все делают чай. Столько сахара. А посмотри, сколько телефонов, Саня. А что это за место такое интересное? Телефоны позвонит. Чай, кофе. А кто звонит? Золото. Магазин. А, то есть это магазины вам? Вау. То есть все вот эти телефоны, это телефонные магазины, для которых вы Чай, кофе. чай или кофе, да, даете? Обалдеть.
А сколько раз в день звонит телефон? Постоянно? Много раз? Чай по-турецки так и будет чай. Турки пьют его не из чашек, а из стаканов с тонкой талией чай-бардак. Даже в жару тут любят пить крутой кипяток. Для этого стаканчики накрывают специальными крышечками, чтобы чай, не дай бог, не остыл. Они таким образом подогревают чашечки для того, чтобы потом налить заварку и потом наливают кипяток в эту заварку. Что это такое? Деньги. Можно я подниму и покажу? Жетон. Жетон. Для чего? Красный и зеленый. Это чтобы быстро считать оплату за чай. Люди покупают у нас жетоны, а потом расплачиваются ими. За чай 1 жетон, а за кофе 3. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете? 25 лет. Закончил школу и начал делать чай. Раньше здесь мой папа работал, а сейчас уже племянник. Это 3-е поколение. Ого, это как семейный бизнес получается. Сколько зарабатываете денег в день? Из-за пандемии мы продаем 3500 стаканчиков чая в день. И зарабатываем за день 5000 лир. До пандемии было гораздо больше. А что это за чай? Что это за сорт? Мы используем 3/4 турецкого чая и 1/4 контрабандного арабского чая. Ага. Вот так вот открываем тайны. Can I try one? Чай? Evet. Я буду пробовать настоящий чай. Правильно подогретый, заваренный и, конечно же, горяченький. Ну, давайте. Thank you. Он очень крепкий. И в конце такой терпкий и горький. Но вкусный. Сладкий. И я чувствую, сейчас буду очень бодренькая. Чтобы лучше узнать традиции турок, надо побывать на местной свадьбе. Нужно просто прийти в ЗАГС района Бияглу, там с утра до вечера проходят росписи. Это, походу, зал для церемоний. В Стамбуле много турок с европейским взглядом на жизнь. Поэтому и свадьбы здесь похожи на те, что и у нас. Но отличия все-таки есть. Давайте посмотрим, чем турецкая свадьба отличается от нашей. Тут очень многие в черном цвете. Обычно у нас на свадьбе этот цвет не принято носить. Если бы не была невеста, я бы подумала, что это что-то другое. Такие венки дарят на похороны. А тут это подарок молодоженам. Богатые турки свадьбы в ЗАГСе не отмечают. Как и наши, они закатывают себе выездные церемонии. Я приехал на одну из них. Давай! О! Неплохо, спасибо. А вы не знали? В Турции традиция. Если едут молодожены на машине, и перед ними вот так вот встать, не пропускать, они обязательно должны откупиться. Ну-ка. 10 лир? Сколько это? $2? Жадные какие-то. Сегодня многие турецкие невесты следуют западной моде и выходят замуж в белом платье. Но религиозные турчанки до сих пор наглухо закрывают все части тела, надевают на голову платок, а еще вешают на пояс красную ленту. Это символ невинности. Sayın Nevzat Yıldırım Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Hiçbir etki ve tesir altına kalmadan. Etki yok. Evet. То есть он не целует ее в губы, как у нас принято, мужчина целует невесту в лоб, после того, как они официально уже сказали «да». Достаточно консервативно. На турецком «жениться» и «выйти замуж» — это одно и то же слово – «evlenmek».
которое дословно обозначает «обзавестись домом». И поэтому у обеих семей главная задача – это подарить молодым квартиру или дом. Именно поэтому гости на турецкой свадьбе не дарят молодым сервизы и постельное белье. Причем существуют специальные подарочные монеты там, которые можно купить в ювелирных магазинах. Их вешают на ленту и прикрепляют к костюмам молодоженов. Еще на турецкой свадьбе принято невесте дарить золотые браслеты. И вот если количество вот этих браслетов не дойдет до локтя, все они, то считается, что свадьбу вообще зря собирали. Зря этот балаган весь был. Если не золото, то дарят еще деньги. И обязательно это делают в конвертах. И конверт подписывают от кого? Чтобы потом молодожены знали, сколько дарить на свадьбу этому человеку. Потому как сколько подарил он тебе, столько и ты ему обратно даришь. Очень удобно, кстати. Жду их у себя на свадьбе. Mutluluklar. Yes, this is for you. Yes. Thank you. Yes. Ну что, дорогие мои, прячу для вас в древних стенах Стамбула современные ценности. Бутылка в гостях у турок спрятана в стене дворца Букалеон. Ищите ее напротив вышки береговой охраны Стамбула. Спустя 2 дня в Турции мы поняли, что турки, конечно, красавчики. Все у них блестит, искрит и пахнет. Что это за мясная бомба? Все, чтобы понравиться туристам, гостям, ну или хотя бы соседям. Вот это кайф, да? Приятно осознавать, что на свете есть земляне, которые больше остальных ждут нас в гости. Спасибо большое. Спасибо большое. Русских. Всех любит. Глаза-то 2? Вот так, да, будете смотреть? 1. Полностью циклоп. Не как дома. Теперь как дома. Все, я понял. Терить, я готов. Стой, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Побольше, вот так. Сколько это? $2? Жадные какие-то. Удачи! Пока! У-ху! Фух! Мишель, привет. Ой. Как Привет. тут отдых бюджетных туристов? Во-первых, это тебе. Во-вторых, все, Чаечек. можно начать разговор. Ну, давай. Давай. Как? Ну, слушай, мне тут так понравился местный чай. Ну, после 3-го глотка, конечно. Во-вторых, они везде тебя с такой улыбкой встречают. И в-третьих, они никогда тебя голодным не оставят. Вот как я тебя сейчас. Слушай, это на все, на что тебе хватило денег, да? Ну, давай упустим этот момент. Ладно. Я с этими людьми смог почувствовать себя владельцем прекрасной виллы, коллекционером ретро-автомобилей и, самое главное, настоящим турецким воином. Ничего Да, себе. представляешь? Ну, давай, за турков. За турок. За турок. Все-таки. Прям как в поезде. Не, Кстати, о дороге. Да. Увидимся у следующих землян. Пока. Пока. Так все-таки за турок или за турков? За турков. За турок. Да. За турков. Смотря как ты Спасибо к ним большое. относишься. Очень хорошо. Тогда за турок. Ну все. А если плохо, то не говори о них. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5895 метров.
Все это время команда «Орла и решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.